Сегодня мы поговорим о районах Северного Кипра и о ценах на недвижимость. Почему цены на квартиры такие разные? И какой район подойдет именно вам? Вы на канале Лешко Home. Спасибо, что ставите лайки, пишите комментарии, ведь именно это делает наш канал более популярным и позволит увидеть видео еще большему количеству людей. Думаю, для многих, кому интересна тема Кипра, будет это видео полезным. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе или чего-то там. Мы начинаем. И, конечно же, первым вопросом, от которого мы будем отталкиваться, это зачем вам эта недвижимость? Какие цели, пожелания и возможности именно у вас? Ведь Кипр – это настолько разнообразное и многогранное место с разной природой, инфраструктурой, архитектурой. Ведь приезжая впервые на остров, вы едете дорогой из аэропорта, а это середина острова, и люди в шоке. Я сама очень четко помню вот эти ощущения: жара, серые поля и лысые горы. И тут мы приезжаем в какой-то оазис. И первые моменты ты думаешь: да ну его нафиг этот Кипр. Но все-таки нам было интересно посмотреть остров, ведь у острова есть определенно своя энергетика. Скажу честно, чем больше мы ездили и изучали остров, тем больше мы влюблялись. Ведь на самом деле здесь есть все, нужно только уметь это найти. Сами мы остановились в районе Искеле, но начну я с города Фомагуста. Фомагуста – это самый недорогой город, это третий по величине город, и еще его называют городом студентов. Ведь именно здесь находится один из самых лучших средиземноморских университетов. На острове их в целом 20, а может даже и больше. Об этом мы снимали ролик, поэтому, кому интересно, заходите, смотрите, изучайте. И что бы я хотела рассказать именно о Фомагусте. Здесь достаточно плотная постройка, и здесь в основном старые дома. Поэтому здесь и ценник гораздо ниже. Еще играет роль то, что здесь все-таки достаточно далеко находятся пляжи. Все-таки до самого ближайшего это минут 30 пешком. Поверьте, что в жару вы этого много не находите, поэтому такую недвижимость сдавать в краткосрочную аренду вообще невозможно. Поэтому, купив здесь недвижимость, вы ее сможете сдавать только в долгосрочную аренду, и зачастую это будут студенты, ну, либо это возможность для тех, кто хочет зацепиться на Северном Кипре за невысокий бюджет. Если мы говорим о цифрах, то на сегодняшний момент здесь можно купить квартиру трехкомнатную, по нашим меркам это 2+1, от 70 тысяч фунтов. В доме, которому 3-5 лет, но это будет один настоящий дом. То есть здесь нет никакой инфраструктуры, бассейнов. Да, все это рядом, все это можно найти, но это не комплекс. Поэтому это надо понимать. Я сейчас говорю о вторичной недвижимости со 100% платой. И вторым этапом я бы рассмотрела районы Янибуазычи и Лапка. Это районы, прилегающие к городам, в близости, где-то в 10 минутах езды на машине от городов. Янибуазычи близко находится к Фомагусте, минут, наверное, 5-7 машиной, и Лапка примерно также находится от Гирны. Эти районы подойдут для постоянного проживания. Здесь в основном низкоэтажная постройка и рядом вся инфраструктура. Гирны – самый красивый, зеленый, динамично развивающийся современный город. Богатая инфраструктура, классные магазины. Блин, магазинов мне тоже всегда не хватает. Но здесь ценник повыше, и жить в Гирне, ну, тоже на любителя. Лично меня напрягает постоянный трафик и пробки. А вот это как раз то, о чем я говорила, почему Гирне кто-то любит, кто-то не любит, потому что здесь постоянно пробки. Мы вот еще только-только подъезжаем в
уже ползем. Изюльорт — это самый зеленый район острова, где выращивают основную часть овощей и фруктов для нашего острова. Здесь вы увидите апельсиновые, мандариновые сады, вот прям вот едешь и сады. Там очень красиво, но на сегодняшний момент еще очень слабо развита инфраструктура. Там только сейчас заходят крупные застройщики, турецкие застройщики, местные застройщики. Но этот район стоит рассматривать на чуть-чуть такую дальнейшую перспективу. Алсанджак — это район, прилегающий к Гирне. Здесь офигительная природа, совсем близко горы и вот тут же море. И, возможно, если бы мы впервые попали именно в Алсанджак, то мы бы там и остались жить. Поэтому очень советую вам его рассмотреть для постоянной жизни. Ведь здесь совсем рядом школы, садики, огромное количество ресторанов, кафе, магазинов. В общем, вся инфраструктура в пешей доступности. Ну и, конечно же, наш Искеле. Я скажу так, каждая жаба свое болото хвалит. И, конечно же, это совсем разные истории, и каждый это примеряет на себя, исходя из своих собственных целей. Но в Искеле можно жить, сдавать краткосрочную аренду, долгосрочную. Здесь достаточно хорошо уже развита инфраструктура, пешая доступность к морю. И есть возможность купить квартиру в рассрочку, так как очень много новых проектов именно в стройке. Так как это туристически привлекательный район и есть возможность зарабатывать на аренде, то ценник здесь, естественно, немного повыше. Цены стартуют от 110 тысяч фунтов с первоначальным взносом 30% и с возможностью беспроцентной рассрочки до 6,5 лет. Естественно, можно купить и дешевле, но это будет вторичная недвижимость и со 100% оплатой сразу. К этим критериям я бы отнесла и район Боаз. Ну а самым элитным на сегодняшний момент считается район СНТП, где мы сейчас и находимся. Ведь вся эта красота вокруг не может не придавать шика этому району. А для того, чтобы это понять, приезжайте на Северный Кипр. Здесь я со своей командой постараемся максимально показать вам локации и выбрать вариант именно, который будет для вас. Поэтому, если видео было интересным, ставьте лайк. Подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь с друзьями. А я вас жду здесь, на Северном Кипре. С вами была Диана Лешко. Пока-пока!